Добрый день. Перед вами первая часть презентации а, о сценарной схеме путешествия героя. Прежде чем приступить к разговору о самой схеме, на мой взгляд, нужно сказать несколько слов о том, что предшествовало ее появлению, о тех ученых, которые внесли свой вклад в появление этой схемы, но остается в тени до сих пор. Итак, в конце XIX века один из шотландских ученых, Эдвард Тейлор, описал общие закономерности в сюжетах путешествия мифических героев. Его соотечественник Джеймс Фрейзер в 1890 году опубликовал фундаментально в нескольких томах произведение, которое называется «Золотая ветвь. Исследования магии и религии». И несмотря на ожесточенные споры, которые не утихают с момента появления этого исследования, оно по-прежнему в ходу, по-прежнему используется в литературе и написании киносценариев. Для нас в этой работе Фрейзера важно отметить два момента. Первый момент – это его попытки найти общие элементы в различных религиях, верованиях и культурах. Фрейзер считал, что общими для разных эпох и религий являются попытки обращения к силам природы, попытки обращения к богам с просьбами о даровании урожая. Иными словами, ритуалы плодородия. И второй момент – это цикличность и повторяемость этих ритуалов, потому что, как мы понимаем, урожайность и плодородие связаны напрямую со сменой времен года. Вот на этом полотне как раз изображена смена времен года, и наверху, если вы посмотрите, Аполлон на колеснице иллюстрирует смену времени суток. Дни недели сопровождают его колесницу. Значит, и сам он, олицетворяющий солнце, которое то появляется утром, то исчезает вечером. Еще одна история, еще один миф о умирающем и воскресающем Боге. Фрейзер предполагал, что развитие религиозной и научной мысли движется по прямой от магических ритуалов, когда люди напрямую обращались к силам природы, через религию, когда люди делегировали священникам от их имени общаться с богами, и, наконец, преодолевая религиозное сознание, люди должны уже общаться с силами природы с помощью знаний, с помощью науки. Как раз это именно отрицание и попытка преодоления религиозного сознания и вызвало ожесточенные споры в свое время. И так же, как и Чарльза Дарвина в свое время, Фрейзера упрекали в атеизме, безбожии и так далее. Но нужно отметить, что это было общее настроение того времени, когда казалось, что совершающаяся научно-техническая революция наконец-то расставит все точки над «и», значит, все тайны природы будут открыты, и наступит золотой век. Как мы с вами
понимаем, это была иллюзия, но тем не менее такая точка зрения существовала, и казалось, что наука способна объяснить все. Собственно, история с золотой ветвью и название работе дали несколько эпизодов из античной мифологии. Один из таких эпизодов – это получение золотой ветви Энеем, который собрался спуститься в подземное царство для того, чтобы пообщаться с умершими предками и получить от них наставления. И второй эпизод – это легенда о жреце, которого называли Рекс Неморенсис, жрец священной рощи богини Дианы. Он охранял дерево, которое находилось в самом центре этой рощи, и никто не имел права приближаться к этому дереву, кроме беглого раба, который должен был убить этого жреца и занять его место. То есть тоже такая легенда об умирающем и воскресающем божестве. Концепция Фрейзера была критически встречена и современниками, и потомками. Вот один из выдающихся философов, Людвиг Wittgenstein, сказал об этой работе следующее. Фрейзер гораздо более дикарь, чем большинство его дикарей, поскольку его объяснение их обрядов гораздо грубее, чем смысл самих обрядов. Что тут можно сказать? В принципе, существует серьезное противоречие между описанием вот таких примитивных обрядов, которые использовали по предположению Фрейзера наши предки, с реальным положением вещей, потому что сейчас наука шагнула несколько вперед, появились новые документы, новые доказательства того, что в глубокой древности люди имели потрясающие инструменты в своих руках, математические, например, астрономические. Например, они могли с ювелирной точностью предсказывать солнечные затмения, лунные затмения. Они имели представление о перемещении планет в пространстве еще в шумерской цивилизации, а это 25-30 век до нашей эры, в ходу уже была теорема Пифагора, которая, естественно, была до Пифагора за 2000 лет. И она вовсю использовалась шумерами для строительства своих сооружений. У них были тригонометрические таблицы. Поэтому не очень как бы это стыкуется с тем, что Фрейзер изображал их в виде совсем дремучих дикарей, которые пытаются использовать какие-то магические ритуалы для того, чтобы добиться желаемого результата. Ну вот, в копилку наших сомнений еще одна реплика. Первый глоток из кубка естествознания порождает атеизм, но на дне сосуда нас ожидает Бог. Вернер Хейзенберг. Один из столпов ядерной физики, создатель атомной бомбы и участник Манхэттенского проекта, казалось бы, сугубый материалист, тем не менее имеет вот такую точку зрения. Вот любопытный кадр из фильма «Апокалипсис сегодня». Это стол в импровизированном кабинете полковника Курца, который, как мы знаем, находится в глубине вьетнамских
джунглей. Вот книги, которые читает полковник Курц. Одна из этих книг уже известная нам «Золотая ветвь», а вторая «От ритуала к роману». Это последовательница Фрейзера, Джесси Уэстон. С похожих позиций она анализирует романы о рыцарях круглого стола, о Святом Граале и так далее. Поэтому мы видим, что в сценарии этого фильма соединяются две схемы. Схема путешествия героя, а весь фильм, собственно, это и есть путешествие героя, который должен выполнить задачу уничтожить этого полковника Курца. Да? И в конце происходит как раз ритуальное убийство Рекса Намаренсиса, жреца, который является вождем племени. Вот так выглядит капитан Уиллард после того, как он убил полковника Курца, причем параллельно нам показывают ритуальное убийство быка, принесение в жертву животного. Так что все идет по упомянутой нами схеме. И, собственно, фильм «Апокалипсис сегодня» – это адаптация книги Джозефа Конрада «Сердце тьмы». Ее хотел в свое время экранизировать Орсон Уэллс, но отказался от этой затеи. Вот. Ну и чтобы закончить с историей про золотую ветвь в нашей презентации, не лишним будет напомнить, как выглядит один из главных кинематографических призов, получить который мечтают все кинодеятели. Это главный приз Каннского кинофестиваля. Можно, конечно, сослаться на то, что пальмовая ветвь присутствует на гербе города Канны, но там она выглядит несколько по-другому. Это геральдическое изображение пальмовой ветви, которое не имеет ничего общего с тем, что мы видим на экране. То есть это своего рода посвящение, тоже обряд, ритуал посвящения в адепты, в суперпрофессионалы, высшее признание деятельности кинематографистов.